Привет, YouTube! Сегодня я купил самую дешевую мембранную клавиатуру, которую только смог найти в магазине. И вот за сколько денег. Причиной покупки этого чуда стало то, что у меня сломалась старая клава, и то, что я студент без денег. Сейчас посмотрим, насколько больно использовать столь дешевое устройство. Коробка здесь вроде не вызывает кровь из глаз. Лишь материал, из которого она сделана, заставляет хотеть побыстрее от нее избавиться. В коробке только сама клава, в очень стрёмном пакете, из которой хер пойми как ее достать. Ну хоть проволочка есть, и на том спасибо. Вонь китайского пластика слышно уже на этом этапе, и дальше все будет только хуже. Достаем этот шедевр от компании Havit, или Havit, о чем нам сообщает логотип над стрелками. Качество сборки само собой может посоревноваться с российским автопромом. Об эти швы можно отрезать себе палец. Согнуть клавиатуру можно не прилагая особых усилий, причем она еще и стрёмно хрустит. Качество принта отвратительное, цвет желтушный. На клавише Win просто надпись вместо значка. Вместо нормального шифта какой-то кринж. Клавиша Function вообще отсутствует. LED-лампочки, которые показывают, что включено на клаве, настолько тусклые, что днем их вообще тяжело увидеть. Из завода мне достался скол на пластике под пробелом. Хотя бы нампад здесь есть, и на том спасибо. По опыту использования мне больно об этом говорить. Печатаю текст для видео на этой клавиатуре. Клавиши буквально приходится вдавливать, чтобы они нажались. Руки очень быстро устают. И клавиши с буквами еще хоть как-то терпимы. А вот все остальное это настоящий пиздец. Левый shift трудно вдавить, так же как и backspace. Также плохо и tab, и Ctrl. В играх shift доставляет больше всего трудностей, потому что продавить его мизинцем, не отвлекаясь от игры, очень тяжко. Короче, тяжелее испытания для рук, кроме игры на бас-гитаре, вы вряд ли найдете. А сейчас приготовьтесь к самому адскому ASMR в своей жизни. Клава от ноута из прошлого видео ощущается спасением после этого куска очень вонючего китайского пластика. Но вспомним про цену. 300, мать его, рублей. У меня в местном магазе 2 банки Red Bull дороже обойдутся. За такие деньги спасибо на том, что она вообще работает. А вообще, эта клава мне очень напомнила те, что стоят у нас в кабинете информатики. Разве что она не покрыта многолетним слоем дерьмища. Короче, ребят, если вы не мазохисты, у вас есть больше 300 рублей в кармане, я крайне не рекомендую настолько экономить. Но если условия не столь приятные, эта клавиатура сможет, хотя бы просто работать. Как минимум 1 день, проверено лично. Как всегда, буду держать в курсе всех новостей по этому чуду техники в сообществе на ютубе и в инсте. Подписывайтесь, всем рад. На этом я пока что прощаюсь и желаю вам не оказываться в такой ситуации, когда такая клавиатура — это единственный выход.